Итак, почему же тебе не стоит играть в Dota 2? Для тех, кому лень будет смотреть полностью видос, хотя не думаю, что он будет слишком долгим, я, пожалуй, вставлю сюда свой отзыв на игру просто в текстовом формате. Там буквально в нескольких абзацах плюс-минус моя мысль написана. Но а, для тех, кто хотел бы более глубже понять, я бы, наверное, это развернул целым видосом. Дело в том, что CS, Dota и так далее, различные мультиплеерные игры, они имеют под собой механику казино. То есть это то, к чему я пришел, потратив очень-очень много времени на эти игры. И это как раз является причиной, почему не стоит на них много времени тратить. Для меня, по крайней мере, это было не очевидно в тот момент, когда я начинал играть, да, то есть в каком-то юношеском возрасте, там, лет в 15, в 14, в 13, в 12, уже не помню. И это может быть не очевидно для тех, кто тоже в таком юном возрасте играет в игры, да, и думает, что вот ни хера себе, можно, допустим, играть в доту и стать киберспортсменом, или видит какие-нибудь чемпионаты ПКС и думает, ни хрена себе, а, там, я смогу заработать на этом денег. Я сомневаюсь, что в данный момент, в нынешних обстоятельствах таких людей много, но я могу себе представить, что таких людей было достаточно еще там года 4 назад, когда, допустим, спириты выигрывали International, зарабатывали миллионы, и очень многие школьники думали, что ни хрена себе, типа у меня тоже может получиться. Базара ноль, получиться может у кого угодно, да, но, наверное, это не повод тратить ебанутые часы именно на такое времяпрепровождение. Почему? Потому что, когда ты начинаешь играть непосредственно в доту, просто с дотой это наиболее выражено. В доте у очень многих людей очень много часов, и они играют, играют, они могут понять, что же не так, почему же они там не могут апнуть рейтинг, что-то еще. То есть видосов на ютубе, по крайней мере, о том, как апнуть рейтинг, еще что-то в таком же стиле, просто тьма. И почему-то никто не говорит, ну, по крайней мере, в последнее время, там, тут же Серега уже начали выпускать видосы о том, что, типа, вот есть система 50% и так далее. Но это тоже, опять же, далеко не очевидная мысль. Кто-то скажет, вот ты просто хуёво играешь, тебя держат на 50%, у хороших игроков будет там 55%. И ты все равно якобы апаешься, да, поднимаешь рейтинг, типа, и так далее, и так далее. Суть в том, что когда ты начинаешь играть в игру, непосредственно в доту, механик там просто миллион. И ты не можешь толком понять, почему ты проигрываешь, ты начинаешь очень много времени тратить на то, чтобы в этих механиках разобраться. Ты начинаешь смотреть контент на YouTube, читать какие-то статьи, форумы и так далее, и так далее, и так далее. И думаешь, что в целом от тебя что-то зависит. Ты думаешь, что вот, там, я сейчас подниму рейтинг, начну апать его, обхитрить систему, у меня получится. И, типа, чего-то я добьюсь, там, блядь, среди одноклассников похвастаюсь, что у меня высший рейтинг. Вот, но Valve, во-первых, довольно регулярно меняют баланс в игре. За счет этого, допустим, человеку, который несколько лет назад играл в доту и который снова хочет в нее начать играть, хотя бы на том же уровне, ему надо снова погрузиться в изучение там, некоторых механик новых, карт и каких-то других нюансов. Там особенности героев, какой-нибудь новый герой вышел, какие-нибудь новые механики добавились и так далее, и так далее, и так далее. Человек тратит просто ебанутое количество часов на то, чтобы просто всю эту хуйню у себя в голове разобрать. И именно в этом, наверное, можно привести некоторое сходство с казино, потому что в казино человек тоже, играя в казино, как правило, думает о том, что от него, в принципе, что-то зависит, что он вот сейчас еще чуть-чуть поймет, как эта система работает, или он уже думает, что понял, что, как эта система работает. И вот, типа, все, осталось только, блядь, поднимать деньги, типа, хвастаться перед знакомыми о том, что ты такой крутой. Но на самом деле нет. На самом деле
В доте человек потратит минимум 100 часов на изучение игры, на изучение там персонажей, начнет, там, по-моему, 80 часов на данный момент надо только для того, чтобы начать в рейтинг играть, а это уже нихуя много. И, следовательно, после этого человек столкнется с системой 50%, в которой каждый следующий матч, даже если человек выиграл 2 или 3 матча подряд, каждая следующая игра будет заталкивать его все ниже и ниже к, ну, типа, лоу-скиллам, к людям, которые будут руинить игры, либо просто как-то система, ну, не система, а игра будет перевешивать постоянно не в твою сторону, и так или иначе, там спустя 4 игры, 5, сколько бы там человек ни старался, он так или иначе там в какой-то момент словит луз-стрик, начнут проигрывать. Ну, и это абсолютное сходство с казино, на мой взгляд, потому что когда человек играет в казино, он точно так же думает, вот-вот, я сейчас, типа, поиграл, и если он что-то выиграл, он думает, что он может это приумножить, если он словил луз-стрик, если у него постоянный проигрыш, он думает, что сейчас он отыграется. Это, блядь, просто один в один. Но в казино, ну, там понятно, что тоже человек, типа, начинает изучать слоты, сначала ничего не понимает, начинает просто на кнопки жать, потом он что-то начинает разбираться, думать, что понимает, какие слоты лучше, какие хуже, и таким образом думает, что как-то на игру может повлиять, но нихуя. Именно это, на мой взгляд, является самой большой проблемой. И, кстати, что касается Valve, это, в принципе, довольно характерно для их игр, потому что, как мы все знаем, уже давно есть новости о том, что на них подают в суды касаемо кейсов. И, в принципе, они одни из основоположников такой лудоманской системы кейсов вот, в играх своих мультиплеерных. Кто-то сейчас скажет, нет, типа, Valve, типа, пиздатые чуваки, вообще там никак их скины на игру не влияют и так далее, то есть они только скины продают, поэтому это херня. Что ты вообще это сравниваешь с каким-нибудь казино? Но вот именно систему выбивания шмоток, систему, в принципе, мультиплеерных игр они задали, они буквально трендсеттеры вот такого рода механизмов в мультиплеерных играх. Наверное, я бы мог еще из такого яркого примера сравнить это с World of Tanks. Я на данный момент в World of Tanks уже давно не играю, то есть я последний раз, наверное, году там в 13-м, в 14-м играл, запускал, когда еще сам был школьником. Но даже там такую вещь я наблюдал довольно характерно. То есть там есть круг сведения, и тебе нужно определенное время, чтобы этот круг сузился, чтобы точнее попасть. Но так или иначе этот круг не суживается прямо в точку, он все равно остается на определенной ширины, определенного диаметра. И так или иначе, если там какой-нибудь вражеский танк стоит за камнем, человеку надо, половина круга условно у человека целится в стену или в камень, и половина в этот танк. И довольно часто характерно наблюдается, как типа снаряд летит буквально вот в другую сторону от танка. И, там в стену или в камень. И именно это как раз-таки система баланса и регулировки, допустим, вот в игре World of Tanks, потому что если игра не может повлиять на твой рейтинг или на твое количество выигрышей тем, что оно подкидывает тебе хуевых союзников, условно, которые хуево играют, то оно может повлиять еще таким образом, что твои пули просто, то есть снаряды не летят во вражеский танк, соответственно, ты не наносишь там достаточное количество урона, тебя убивают противники. Что-нибудь такое. В доте это работает чуть сложнее, там, конечно, там скиллом сложно промахнуться, хотя такие персонажи тоже есть. Но чаще там влияет именно вот фактор союзников, когда человек ожидает, что у него будут хотя бы, по крайней мере, средние союзники, которые делают какие-то базовые вещи на своих персонажах,
но даже эти базовые вещи персонажи не делают. А очень часто бывает еще и такое, что даже если они делают, то игра в любом случае как-то разворачивается не в вашу пользу. То есть баланс работает таким образом, чтобы противники подобрались те, которые пикают персонажей, которые наиболее неудобны могут оказаться тебе по рейтингу и так далее, и так далее, и так далее. Из всего этого мы имеем очень большое количество часов, потраченное на вот подобного рода игры, допустим, Dota, и очень малый импакт, типа нервы людей и так далее, и так далее. То есть если казино забирает у людей деньги, то в данном случае та же Dota, она забирает время человеческое буквально. И, ну, нервы, скорее всего, да. Хотя и деньги тоже, да, если человек покупает там скины и так далее. Я в данном случае меньше говорю про Counter-Strike 2, потому что там именно порог входа гораздо ниже. То есть в CS человеку достаточно просто сесть, запустить игру и начать целиться во врагов и стрелять. Но даже там определенное сходство, по крайней мере в CS2 я наблюдаю вот с World of Tanks, допустим, когда ты видишь анимацию того, что ты стреляешь в персонажа противника там, и выпустил в него, допустим, половину обоймы, и он от тебя, ну, там, условно, в метре. Но персонаж противника не умирает, а при этом персонаж противника выскочил в тебя, дал 2 пули в голову, и ты умер. То есть это саптик сейчас называется, как-то это еще там, многие на это ругаются, многие как-то там это объяснить пытаются и так далее, и так далее. Но по факту та же самая система, просто Valve сделали систему, при которой в определенный момент у тебя может зарегать пуля, а у противника не может. И если это в доли секунды происходит, просто не все это даже будут замечать или как-то оценивать. Кто-то спишет это на пинг. Это, кстати, одна из причин и, ну, одна из таких моментов, почему многие игроки в CS дрочат на пинг. Они думают, что ебать, вот сейчас у меня все будет выше пинг, у меня будет больше FPS, и тогда вот я буду лучше играть. Но на самом деле нихуя, блядь, это просто игра может сделать так, что она либо зарегает твои пули, либо не зарегает. Сколько бы у тебя не было, 500 FPS. Ну, конечно, кто-то от этого на доли процента будет играть лучше, возможно. Тем не менее, между там 60 FPS и 500 FPS или 120, человеческий глаз, конечно, начнет замечать разницу. Но это все нивелируется тем, о чем я говорю, когда движок просто либо регистрирует твои пули, либо не регистрирует условно. То есть ты с этим ничего не сделаешь. Сколько ты там не покупай мониторы на количество герц ебануто, или там мышку, которая будет у тебя быстрее реагировать, или как-нибудь у нее DPI будет точнее. Это все не повлияет. Именно поэтому. Но многие геймеры, они не задумываются о таких вещах, наверное, либо задумываются, но списывают это вот на такие технические моменты. Но, на мой взгляд, вот все гораздо проще. И, по-моему, это самый очевидный как бы ответ, почему у многих людей годами не прогрессирует ММР, либо что-то еще. Это просто система казино, когда игре выгодно наибольшее количество времени у игрока высасывать, внимание его держать на этой игре. И чтобы, допустим, там в доте человек сидел, разбирался, сидел на форумах, общался по какому-то поводу, а дальше начинал играть и там проигрывал незакономерно, просто потому что у него попались более слабые союзники. И, соответственно, человек никак не может в этой ситуации повлиять, но его мозг пытается объяснить это тем, что вот я недостаточно хорошо сыграл, все-таки одному возможно вытащить игру типа против 5, это сложнее и так далее, все-таки профессионалы, они же как-то апают рейтинг и так далее, и так далее, и так далее. При всем при том, что профессионалы, на мой взгляд, все-таки даже не столько уровнем игры, может быть, иногда берут, сколько там какой-то медийкой или знакомствами, связями. Я думаю, чем-то таким. Хотя, безусловно, рейтинг тоже влияет, но там уже можно рассуждать о том, что они нашли абуст, там, как забустить
рейтинг на определенном персонаже в определенный момент и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть из всего из этого следует следующая мысль. Не тратьте время, по крайней мере, на доту, ну, то есть не пытайтесь с ней разобраться, если вы играете в игры, такие как Dota, CS, не тратьте свои нервы на то, чтобы объяснить себе, почему вы плохо отыгрываете в тот или иной момент. То есть воспринимать подобные игры стоит исключительно как таймкиллер. Типа вот прийти после работы с пивком расслабиться. Условно и буквально так и стоит воспринимать эти игры. Что касается других, мне сложнее, конечно, там как-то оценивать. Ну, какие-либо мультиплеерные игры, но плюс-минус все мультиплеерные игры стремятся к тому, чтобы уравнять шансы к 50%, уравнять победы среди союзников и противников. То есть, чтобы твой средний рейтинг был там 50% побед, 50% поражений. И из всего этого вытекают последствия, о которых я ниже сказал. Следовательно, наслаждайтесь играми, которые действительно приносят удовольствие, либо, по крайней мере, не пытайтесь объяснить себе свои поражения в мультиплеерных играх тем, что что-то зависит вообще от вас. Всего доброго.